Привет, моя любимая красотка, и спасибо, что проводишь со мной очередной день за бьюти-рутиной. Loki, Loki, you should really get to know me. Loki, Loki, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Приветик, а что это у меня тут лежит? Ко мне приехал ящик из сайта Makeup, и я спешу вместе с вами сделать распаковочку. Я знаю, что есть такие же любители. Вот такая вот новая щеточка приехала моей малышке. Посмотрите, какая веселенькая. Это была по акции. Мягкая, 3+. Ну, ей 2, но я думаю, что это не такая уж и проблема. Все равно мы ее очень быстро поменяем. Смотрите, девчонки. А вот этот очень крутой скульптор. Я, кстати, думала, что он будет поменьше. Здесь такой приличный размер. Посмотрите, какие красивые цвета. Для контурирования лица румяшек не хватает, конечно, блестящий хайлайтер и для контуринга. Хотя было написано, что здесь есть румяшки, но, в общем, зависит от оттенка. Это у меня медиум вроде бы. Я потом посмотрю и подпишу. Очень красивые цвета, интересно посмотреть на пигментацию. Очень скоро будет макияжик с вот этими средствами, которые я сегодня заказала. И вот масочки разные. На это я буду дочери волосики мыть. И вот такой вот, это, кстати, мне не подарок, я его купила, этот пробник, за 11 гривен. С розой, даже отбеливающий анти-wrinkle против морщин, отбеливающий крем. Но я не считала, что он отбеливающий. Ну, в общем, и заказала себе тоже по акции вот такие вот крутые 3 глины. Я их буду себе делать, прям сегодня начинать, потому что я даже забыла, какой классный эффект они дают. У меня было несколько масок клиник на основе как раз таки глины, они классные были, но почему-то мне захотелось вспомнить былые времена. Здесь есть тонизирующая, очищающая, восстанавливающая, в зависимости от цвета. Еще черная, но черная у меня уже имеется. Она очень круто очищает поры, тоже забытая, незаслуженная вещь. И в ящичке еще вот такой вот 24 часа MAC Studio Fix консилер. Я очень переживала за цвет, но вроде бы должен мне подойти, если это действительно MAC, потому что здесь 2 продукта по акции. Вторая это тушь Extreme 3D Black Lash. Вы, если следите за хитами косметики, то вы наверняка уже слышали об этой туши. Сейчас я покажу тюбик, и вы ее наверняка узнаете. Очень много спорных о ней отзывов, противоречивых. Одним она супер как нравится, вторым очень она не нравится. Я решила составить свое мнение, попробовать. Цена сейчас на Makeup на нее была, по-моему, это последняя, потому что я уже заходила, смотрела, ее не было на сайте, что около 300 гривен. Вы можете себе представить, за MAC в магазинах она стоит около 1000 гривен вроде. Поправьте меня, если я не права. Интересно, вот на сайте Makeup могут ли они грешить подделочками за такие цены? Консилер тоже что-то недалеко ушел по цене, поэтому я купила и буду тестировать. Вот такие вот делишки. Loki, Loki, you should really get to know me. I see you looking at my body very closely, but there's a lot of things about me that you know we can take it faster, take it slowly. We could fly out to Ibiza and get cozy. All your friends are looking for you, they don't know where you're at, 'cause you left with me and slipped out the back. Loki, Loki, you should really get to know me. Loki, Loki, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Loki, Loki, you should really get to know me. Let's forget about our phones until the morning. I can take you places you ain't been before me. Then the rest, I guess, is self-explanatory. All your friends are looking for you, they don't know where you're at, 'cause you left with me and slipped out the back. Loki, Loki, you should really get to know me. Get to know me. Loki, Loki, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Loki, Loki, you should really get to know me. La 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 la.
put this ice up on your neck and freeze your body. Yeah. I've been known to be giving, get it then I spin it. Invent a new wave, then I reinvent it. Baguettes on your wrist now, can't be acting timid. Take you to the best. А у меня тут подъехали подарочки от мамы. Очень много красивых бутылочек. Так, тут шампунька вот такая. Раньше я об этой фирме не слышала, но теперь попробую. Потом вот такой вот крем для рук и тела. Тоже восстановление и питание. И вот такой вот освежающий гель для душа. И 4-я баночка, наверное, это мыло жидкое, да, жидкое мыло. Ага, ну еще от Oriflame вот этот их знаменитый бальзам для губ. У меня таких было очень много баночек, но еще, наверное, лет 10 назад. Ну и раз мы заговорили о косметике, посмотрите, я тестировала в магазине La Mer, вот в разных освещениях, вот такие вот блестки глиттерные. Очень интересное сияние, но я так и не купила, потому что так и не смогла для себя придумать макияж, который бы я могла сделать именно на себе. Ну а на Ибице Beach Club в Одессе еще где-то полсентября был сезон, где все веселились, несмотря на коронавирус, и зажигали. Закрытие сезона было вместе с Монатиком. Зубами или руками, неважно. Несмотря на то, что в принципе сентябрь всех украинцев баловал солнечной погодой и солнечными деньками, не обошлось и без дождливых дней. В такие дни мы сидели дома, игрались, только выходили иногда куда-то пройтись в магазинчик или в кафешечку, подышать свежим морским воздухом. И, кстати, я заметила, что вот когда начинается осень и такой бархатный сезон, то пребывание в Одессе, вообще на море, мне кажется, особенно приятными развлечениями, совершенно другие на пляже. Те, кто живут возле моря, вы же согласны со мной, правда? У детей раздолье. Как раз погода суперская, не жарко, но очень красиво. Ёлка, правильно. А там море. Очень красивый закат сегодня. Буква Е. Слово Одесса. Да, вот так выглядят деревья гранатов. Вы знали? Тут настоящие гранаты растут. А на весну покажем, какие они гранаты. Опа, зеленый гранат. Первый раз вижу, если честно. Давай, Люськи, мы заснимем, какое мы нашли место красивое. Вот мы живем в том доме, там море. И это гранатовый сад. Нет. Сад едности. Ну, я хочу поснимать Алёшки. Ты будешь снимать? Ну, снимай. Княк. Гранатовий сад – символ миру, єдності і братства народів, громад і сімей. Буква Е, да. В прошлый раз, когда мы ездили в Одессу, я снимала отдельный влог про места, которые я бы советовала всем посетить. Обязательно посмотрите это видео, там интересно. И вот в эту поездку мы еще открыли одно место.
ресторан Юг, но оно такое достаточно недвузначное, потому что здесь, ну, просто такой фешенебельный такой ресторан. Да, ну, вроде бы вкусно. Здесь тоже есть рапаны, считается их коронным блюдом, но оно не впечатлило по своему вкусу. Вот все-таки в том видео, где я рассказываю про рестораны, которые мне понравились, там есть лучшие заведения, где готовят рапаны, например. Ну, потому что в Одессе это такое одно из интересных блюд, как фаршмак, например. А здесь зато выпекают хлеб самостоятельно. Ну и вообще, конечно, здесь красиво. Уши порвал. Добытчик. Нявка. Рычит, слышишь, как? Нявка ожидает добычу. Дорога домой с Одессы в Киев была тоже приятной, вот в таком вот красивом солнечном закате. Всем большое спасибо за просмотр. Я вас очень люблю и до новых встреч.